В этом выпуске вы узнаете, какие акции сохранят вас от девальвации рубля. Также объясню, почему я их выбрал, и в конце ролика я вам предоставлю бонус по одной акции из американского рынка и европейского, из того же самого сектора. Друзья, приветствую вас на моем канале и моментально переходим к теме. Итак, после возобновления полноценной работы Мосбиржи и стабилизации рынка акций отечественных компаний могут начать восстановление, хотя возврат к прежним уровням будет очень долгим. И возобновление Мосбиржи, на мой взгляд, может состояться 21 марта, так как ЦБ вводит новый проект по рублю, о котором я рассказывал вам вот в этом видео по подсказке, но коротко расскажу то, что Банк России собирается расширить временный диапазон расчета курса доллара США к рублю. И если этот документ подпишут на этой неделе, это может ускорить возобновление московской биржи. Также вторым ключевым шагом к открытию московской биржи может стать заседание Центрального банка по ключевой ставке 18 марта. В этот день мы будем наблюдать, поднимет ли Центральный банк ставку до 25%. Если вам интересно, то мнения аналитиков разделяются. Половина говорит, что Центральный банк все же поднимет процентную ставку, а вторая половина утверждает, что ставка сохранится на 20%. Но об этом мы узнаем немного позже. Ну и вернемся к акциям. И среди всех перспективных инвест-идей я выделяю бумаги компании «Русал», далее Норильского никеля, следующая компания «Полюс» и четвертая компания это ММК. Смотрите далее, если вы хотите узнать, почему эти компании я выбрал. Итак, все мы знаем, что западные санкции оказали наименьшее влияние на российский сырьевой сектор, исключение которого из глобальных производственных цепочек может создать серьезные проблемы для мировой промышленности. На опасениях реализации негативного сценария стоимость сырьевых товаров обновляет многолетние максимумы, разгоняя мировую инфляцию и ставя под вопрос программы по энергопереходу. Развитие геополитического кризиса привело к беспрецедентному падению всех российских компаний на фоне их распродаж иностранными инвесторами, доля которых остается очень высокой. После возобновления торгов на Мосбирже снижение котировок российских акций может продолжиться до поиска нового дна, после чего бумаги могут начать восстановление. Я предполагаю, когда откроются рынки, акции производителей сырьевых материалов будут иметь достаточный для долгосрочного роста потенциал, и их восстановление будет опережать бумаги компаний других секторов. Впрочем, быстрый возврат к прежним уровням цен вряд ли возможен. И в условиях санкционных рисков и роста кредитных ставок инвестиционный интерес могут представлять акции эмитентов с низкой долговой нагрузкой, без уязвимых зарубежных активов, имеющих низкую зависимость от внешних рынков, либо занимающих на них ключевой позицией. В частности, среди перспективных инвест-идей я выделяю бумаги ММК. Эта компания ориентирована на внутренний рынок, где и получает большую часть выручки. Кроме того, интересным выглядят акции Норильского никеля, а также компании «Русала». Эти компании зависят от экспорта продукции, но в то же время занимают слишком серьезную долю на мировых рынках металлов. Так, исключение Норильского никеля из рынка создаст серьезные проблемы как минимум производителям нержавеющей стали и автомобильных катализаторов. И на фоне геополитических рисков Норильский никель, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее «Русала», поскольку не имеет критически важных активов за пределами России, кроме рафинировочного завода в Финляндии. Далее, с учетом того, что золото в очередной раз подтвердило свою репутацию защитного инструмента, металл дорожал до $2080 за унцию золота. И в связи с этим я отдаю предпочтение акциям компании «Полюс». Основной фактор долгосрочной привлекательности этой компании заключается в том, что это один из немногих производителей, имеющих перспективу значительного роста объемов добычи. Но сейчас я вам расскажу, если вы больше не хотите инвестировать в российский рынок, то я вам кратко расскажу о компании из того же сектора, только на американском рынке. И эта компания сейчас недооценена. И среди компаний химического сектора из США
я выделяю компанию LyondellBasell. Эта компания имеет хорошо диверсифицированный бизнес и лидирует по выплатам акционерам через обратный выкуп акций, а также она выплачивает неплохие квартальные дивиденды. Эти дивиденды составляют 4,5%. И забыл сказать, что тикет у этой компании LYB. Сейчас цена этой компании составляет $98 за одну акцию, и она считается недооцененной, так как средняя цена ее составляет $111. Так что задумайтесь над покупкой этой компании для долгосрочного инвестирования. Но если же вы склоняетесь более к европейскому рынку, то обратите внимание на компанию из химического сектора под названием BASF. Я сейчас ее выделю, чтобы вы знали, это сразу ее тикет. Она торгуется на немецкой фондовой бирже. Эта компания входит в топ-3 лидеров, примерно в 70% сфер осуществляемой деятельности. Эта компания выплачивает дивиденды раз в год, и ее дивидендная доходность составляет 6,2%. Экс-дивидендная течка приходится на 2 марта 2022 года, так что вы еще успеете ее купить. Но у нее есть небольшой такой минус. В связи с геополитическим кризисом в Восточной Европе бумаги этого эмитента оказались под небольшим давлением. Одним из факторов падения котировок этой компании может быть присутствие на российском рынке. Но компания пока что не объявляла о приостановке работы в России. Она сообщила только об отказе от новых проектов. И на этом, если вам было полезно и интересно это видео, то поставьте свой лайк под видео и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!